Привет, YouTube! Сегодня мы продолжаем наш курс «Тестировщик с нуля» и начинаем новый интересный блок тестирования мобильных приложений, о котором вы очень давно меня просили. Всего будет несколько уроков, на которых мы научимся и узнаем вообще, что такое мобильные приложения, как с ними работать, как подбирать инструменты для работы с ними, как работать в самих инструментах и устанавливать их на свой компьютер, как тестировать мобильные приложения, какие специфические проверки мы должны использовать. Также я поделюсь с вами некоторыми чек-листами, которые помогут вам в дальнейшем с минимальными потерями времени проводить ваши проверки. И все это за несколько уроков. Поэтому подключаемся, изучаем, будет очень интересно. Давайте начнем больше с такой теоретической части. Я проведу вам некоторый экскурс. И что самое первое мы должны сделать перед тем, как начинать тестировать мобильные приложения? Конечно же, выбрать, на какой платформе мы хотим осуществлять нашу разработку, какие девайсы мы хотим использовать, какие форм-факторы. То есть нам необходимо собрать нужную статистику. Обычно, конечно, этим занимаются не тестировщики, но также вас могут привлекать к этим вопросам, потому что именно вам необходимо будет проводить это самое тестирование. Поэтому первый аспект, который мы затронем, это сбор статистики по мобилке. Где это можно вообще сделать? Во-первых, у нас есть два официальных ресурса, где собрана вся информация для разработчиков тех или иных мобильных приложений, будь то платформа Android и iOS, как самые две популярные платформы на данный момент. Я обязательно оставлю ссылки на эти два сайта, которые вы сможете изучить и узнать всю необходимую вам информацию. Что нас будет интересовать здесь? Во-первых, на сайте Android, developerandroid.com, нас интересует информация о платформах. К сожалению, сейчас эту информацию здесь не выводят. Как вы видите, здесь написано, что информацию мы можем найти о необходимых версиях и платформах в Android Studio. Дальше я расскажу вам про Android Studio. И когда мы будем устанавливать этот инструмент, мы обязательно проверим, можно ли это сделать. Потому что раньше эта информация выглядела в форме круговой диаграммы, и можно было посмотреть вот эти соотношения, какие версии Android на данный момент наиболее распространены. И эта информация нам бы очень пригодилась в случае того, когда мы выбирали тот или иной девайс для нашего тестирования. Но здесь осталась информация о размерах экранов и разрешении их же. То есть мы тоже можем это здесь изучить. То есть вот эту всю статистическую информацию можно получить на официальном сайте. Также подобный сайт есть и для iOS-устройств, то есть это developer.apple.com. То есть здесь тоже есть информация, то есть мы сразу можем проверить, какие у нас на данный момент версии iOS наиболее распространены, и тоже сформировать тот необходимый пул устройств, которые мы будем тестировать. Потому что не все версии iOS поддерживаются на всех телефонах, поэтому нам нужно выбрать оптимальный для нас вариант, чтобы затронуть как можно большее количество версий и в дальнейшем проводить тестирование. То есть все это тоже можно здесь найти и прочитать. Еще неплохой ресурс – это Mixpanel, где у нас собирается статистика по тому, насколько распространены девайсы на платформе Android и на платформе iOS. То есть можно здесь просмотреть, что, к примеру, на данный момент Android-девайсов больше. В принципе, это и закономерно, так как iOS-девайс выпускает только Apple, а Android практически все остальные крупные компании, поэтому их больше. И здесь можно сделать сортировку по тому периоду, который нас интересует. То есть мы можем узнать, например, как в 2020 году изменялась эта статистика. Я сейчас не буду это делать, то есть я вывел вам статистику за сентябрь по октябрь, 24 октября, и она сформировалась. Статистика формируется достаточно долго, если мы берем большой промежуток времени, поэтому не будем тратить на это время. Также это можно скачать и в дальнейшем использовать для того, чтобы выбирать нам необходимые девайсы, на которых мы будем проводить тестирование. И если все-таки мы хотим выходить на более загруженный рынок, где больше пользователей, то, скорее всего, нам необходимо сначала разрабатывать приложение для Android-платформы. Также здесь есть и другая статистика, то есть, например, по распространению iPhone 12, iOS 14, различных версий, различных телефонов. То есть все можно здесь посмотреть. Как видите, здесь больше информации по iOS-системе, но, в принципе, для вашей
работы, для вашего интереса вас, скорее всего, будет интересовать именно статистика по сравнению распространения Android и iOS устройств. Также неплохой ресурс – это statcounter.com. То есть здесь тоже можно, например, найти информацию о том, насколько распространены модели тех или иных компаний телефонов. То есть, опять же, для выбора наших девайсов для тестирования мы можем ей воспользоваться и, к примеру, понимать, что нам необходимо закупить телефоны Samsung и Apple для нашей работы, возможно, Huawei и Xiaomi, как самые распространенные производители. То есть тоже здесь можно посмотреть во времени, как изменяется эта статистика. Также здесь можно выбрать непосредственно в той стране, на которую мы хотим выйти. К примеру, если нас интересует Беларусь, мы смотрим по ней. Если нас интересует United States, мы смотрим для этой страны. Для всего мира, опять же, выбираем для всего мира и смотрим, как это у нас может отразиться. Также здесь есть и другая информация, то есть можно посмотреть, к примеру, по изменению разрешения экрана, то есть тоже все это можно узнать, какие экраны сейчас распространены и что мы должны использовать для тестирования и для самой разработки. Также можно посмотреть информацию, к примеру, о форм-факторах, то есть как они тоже распространены, мобильные, планшетные, либо десктопные приложения. То есть все это здесь можно изучить. Очень неплохой ресурс, которым можно пользоваться для сбора статистики. Плюс еще есть такой ресурс AppBrain. В принципе, он работает аналогично. Опять же, мы выбираем страну, которая нас интересует. Возьмем, к примеру, Гренландию. И здесь прописано, сколько было продано и используется телефонов именно в этой стране. Опять же, для того, чтобы мы знали, какие девайсы мы должны брать для тестирования. Также неплохой ресурс, который может вам помочь, к примеру, для того, чтобы вы определились с необходимыми мобильными девайсами, если у вас, к примеру, ограничен бюджет у вашей компании. Этот ресурс хорош тем, browserstack.com, что здесь есть информация о том, к примеру, если у вас не так много денег, вы только начинаете, какой-нибудь, например, стартап, и вам необходимо покрыть как можно большее количество кейсов, версий, платформ, то здесь прописаны те устройства, которые вам необходимо закупить. Тоже касается растущего какого-то бизнеса, либо уже enterprise. То есть все вот это можно здесь посмотреть и посмотреть, насколько вы сможете покрыть те кейсы, которые вообще есть во всем мире. Скорее всего, вам не придется это делать, то есть это, скорее всего, будут делать либо маркетологи, либо же сам заказчик, либо же заказчик, когда будет обращаться в вашу компанию, либо уже ваш какой-нибудь тест-лид, который занимается непосредственно вопросами регулирования, всякими финансовыми и необходимостью заполнения вот этого парка устройств, которые вас интересуют. Но на будущее я считаю, что достаточно неплохо знать, где эту информацию можно найти. Возвращаясь к нашему майндмапу, мы поговорили сейчас о статистике и тех ресурсах, которые позволяют вам ее осуществить и найти нужную информацию. Давайте теперь поговорим вообще о мобильных приложениях, какие они бывают. Существует 3 типа мобильных приложений. Это нативные, гибридные и веб-приложения. Начнем с вами с веб-приложений. Я думаю, что с блока тестирования веб-приложений вам знакомо это определение, поэтому повторять я его не буду. Если же не знакомо и вы здесь первый раз, то сейчас сверху появится ссылка на урок, где я подробно рассказывал о разнице веб-сайтов, веб-приложений, веб-сервисов, где вы можете узнать, что это такое. В первом приближении веб-приложения – это более раскрученный с точки зрения функциональности веб-сайт, и, в принципе, по сути, это веб-сайт, который адаптирован для наших мобильных приложений, для экранов мобильных приложений. Самый простой пример, как по мне, то есть если мы с вами вспомним нашу добрую социальную сеть ВКонтакте, то есть если мы просто перейдем на нее, то нам откроется обычный веб-сайт, веб-приложение для нашей с вами работы на десктопе, но также у этого веб-сайта есть мобильная версия, и именно она уже адаптирована для мобильных устройств. То есть это вот и есть мобильное веб-приложение. Давайте с вами теперь поговорим о том, какие есть плюсы и минусы именно у мобильных веб-приложений. Начнем с плюсов. Веб-приложение представляет собой одну версию для всех платформ, то есть нам не нужно разрабатывать отдельно приложение для iOS, для Android, не знаю, там для Windows Phone, если он еще до сих пор живет, для BlackBerry, то есть не нужно нам это все разрабатывать, есть одна версия для всех платформ, это в принципе веб-сайт, который адаптирован для работы с мобильным устройством. Также
Из плюсов можно вынести то, что обновление этого ресурса осуществляется на сервере, то есть нам не нужно привлекать юзеров к этой работе, все происходит в автоматическом режиме. И веб-приложения достаточно просты в разработке, потому что здесь используются веб-технологии, HTML, к примеру, то есть ничего сложного в этом нет. Из минусов можно отнести то, что для веб-приложения, в принципе, понятно из определения, всегда необходимо интернет-соединение для работы. Нет возможности использовать функции мобильного устройства. То есть, что это значит? К примеру, у нас есть в мобильнике камера, есть push-уведомления, есть, к примеру, доступ к GPS. Все это веб-приложения не могут использовать. И данные приложения нельзя загрузить из App Store, либо Google Play Market, Google Market. То есть их там нет, потому что это, в принципе, веб-сайт. То есть таким образом нельзя его распространять. И данные приложения не очень хорошо защищены, так как они написаны на HTML5, к примеру, и можно спокойно нам скачать код этого приложения, нашего веба, и это в лучшем случае использовать его. В худшем случае в этом коде может быть закодирована какая-то информация sensitive, то есть чувствительные данные наших пользователей, к примеру, и опять же ее можно использовать. Это то, что касается веб-приложений. Также есть нативные приложения. Нативные приложения – это те приложения, которые мы непосредственно скачиваем с нашего магазина, с Play Market, либо же App Store, и они разрабатываются непосредственно на тех инструментах, тех тулах, на тех языках, которые нужны и используются именно для платформ. Они специфические. Да, давайте исправим здесь опечатку, потому что я знаю, что многие замечают их и пишут мне в комментариях. Это очень хорошо. Видите, я сам уже подмечаю тоже эти моменты. Возвращаясь к нативным приложениям. Приложения для iOS, к примеру, разработаны на языке Swift. Приложения для Android разрабатываются на Java либо же на Kotlin. То есть это специфические языки, именно свойственные для данных платформ. Это то, что нужно иметь в виду. Что касается из плюсов, то эти нативные приложения работают без интернет-соединения. И они имеют доступ к возможности мобильного устройства. То есть можно отсылать push-уведомления, можно, к примеру, использовать ресурсы камеры, можно использовать GPS. То есть все, что у нас есть приложение, мы имеем к этому доступ. Ну, если, конечно же, пользователь это разрешает делать. И эти приложения распространяются через магазины. То есть это тоже большой плюс, так как можно скачать его в магазине, можно его купить за денежку, то есть компания на этом получает прибыль. Можно встроить, к примеру, рекламу на нем, тоже за это получают какие-то деньги. Компании, в принципе, именно за счет рекламы различные условно-бесплатные приложения и живут. Из минусов можно отнести то, что разработка отдельной версии приложения осуществляется для каждой платформы. Как я сказал, эти приложения специфичны и написаны на определенных языках программирования. Плюс ко всему, мы с вами дальше немножко поговорим о гайдлайнах, что это такое. То есть у каждой платформы, у каждого магазина есть свои требования к разработке того или иного приложения, к его дизайну. И, к примеру, если у Android есть какие-то требования, которые специфические именно для этой платформы, то для iOS есть требования, которые специфические для этой платформы. Поэтому мы не можем выпускать одинаковые приложения, написанные на одном и том же языке для этих двух платформ. То, что касается нативных приложений. Поэтому мы разрабатываем отдельно для каждой платформы. В принципе, из этого следует следующий минус, то, что нам требуется больше денег и времени для разработки. В принципе, понятно, потому что есть две отдельные версии, две платформы, и мы с несколькими командами занимаемся именно этой разработкой. Плюс ко всему, больше денег, к примеру, может пойти на покупку различных тестовых девайсов. К примеру, если мы все-таки решили, что выпускаем для каждой отдельной платформы, то мы должны купить устройство на iOS, устройство для Android. Но так как для Android устройств очень много, то их нужно покупать в различных вариациях. И обязательно обновление и загрузка этих приложений происходит с привлечением юзера. То есть мы не можем в автоматическом режиме проводить эти обновления, когда нам захочется. То есть юзер обязательно должен это скачать. Это также вызывает некоторые риски, потому что, к примеру, если у вас есть какой-то критический баг для работы вашего приложения, а юзер долго не скачивал это обновление,
То есть юзер может воспринять это как некачественный продукт, некачественную вашу работу, оставить негативный отзыв. Отзыв очень негативно влияет на то, что другие юзеры его видят и не захотят скачивать приложение. То есть мы не можем это все вот так централизованно обновлять. То есть в этом большой минус. Что касается еще плюсов, то эти приложения достаточно высокоскоростные, и ввиду того, что мы можем привлекать различные функции устройства мобильного, то есть они достаточно более интересные, чем другие виды приложений, будь то гибридные либо веб. Это то, что касается нативных приложений. И остался последний тип – это гибридные приложения. Как понятно из названия, то гибридные приложения включают в себя как веб-элементы, так и элементы нативных приложений. И опять же, у такого рода приложений есть свои плюсы и минусы. Во-первых, к плюсам можно отнести опять тот факт, что они кроссплатформенные. Почему? Потому что чаще всего они, опять же, пишутся с использованием различных языков веба, веб-технологий, то есть там нет такой привязки именно к тому, что мы должны написать только на Java, либо на Kotlin, либо же на Swift. То есть, опять же, это хорошо для того, чтобы нам не нужно разрабатывать отдельные версии для различных маркетов. Гибридные приложения имеют доступ к функциям телефона, то есть мы можем их подключать. У них есть доступ к API-шке внутренней у данного телефона, как и у нативных приложений. И они дешевле в разработке, чем нативные, опять же, потому что у нас не нужно разрабатывать 100-500 версий, скажем так, для различных версий платформ и самих платформ. И не нужно такое количество большое устройств, которые нам необходимо для тестирования. К минусам можно отнести низкую скорость работы. Так как у нас здесь используются веб-технологии, мы не можем некоторые моменты оптимизировать. Плюс ко всему, они непрактичны ввиду долгого обновления фреймворка. То есть, если мы, к примеру, используем наше приложение и написали его на каком-то фреймворке, то, в принципе, на его обновление может уйти, там, к примеру, от 3 до 6 месяцев. И, опять же, это очень долго. И они не защищены, потому что чаще всего, опять же, как я уже сказал, тут используются веб-технологии, может использоваться HTML5, и как в веб-приложениях у нас есть некоторые дыры в безопасности таких приложений. Плюс ко всему, опять же, возвращаясь к нашим гайдлайнам по мобильным приложениям, по их дизайну, могут быть моменты, связанные с тем, что для того или иного маркета, даже несмотря на то, что мы используем одну версию, мы должны вносить изменения в дизайн, чтобы соответствовать гайдлайнам и чтобы нам не отклонили загрузку данного приложения в наш маркет. Это то, что касается типов всех этих приложений. Если мы говорим про нативные приложения, к примеру, к ним можно отнести тот же Instagram, который мы скачиваем через маркет. Гибридным, возможно, какие-то агрегаторы новостей. То есть у вас есть некие APK-шный файлик, который вы скачиваете, устанавливаете. Там есть информация о различных новостных ресурсах. И именно когда вы нажимаете, к примеру, на данный новостной ресурс, вас переводит уже на веб-версию этого приложения. Возможно, так это может быть реализовано. Различные приложения, связанные, к примеру, с фотографированием, также используют вот этот гибридный тип. То есть можно найти очень много примеров в интернете и подготовиться к тому, что если вас, к примеру, спросят на собеседовании, приведите примеры всех вот этих типов мобильных приложений, чтобы вы знали хотя бы несколько примеров. Следующий момент – это гайдлайны, о которых я уже сегодня говорил. Это требования к нашему дизайну. Возвращаемся к нашим девелоперским сайтам для Android и для iOS. Если мы говорим про Android, у нас есть непосредственно гайды, где содержится информация по юзер-интерфейсу и навигации. Когда мы нажимаем на необходимый нам элемент, открывается информация о том, как это должно выглядеть, как должно работать. И мы должны обязательно соответствовать всему тому, что здесь написано. В случае, если мы этому не будем соответствовать, ваше приложение просто задеклайнят и скажут, что мы не можем загрузить это приложение, потому что вы не соответствуете нашим требованиям. Поэтому очень важно, если вы для себя решили выбрать путь тестирования мобильных приложений, вы должны выучить эти гайдлайны, основные принципы, которые в них используются. Часто на собеседованиях спрашивают именно эти гайдлайны, насколько вы их знаете, спрашивают по элементам, какие могут быть отличия в iOS-устройствах, какие отличия в Android-устройствах. То есть мы это все должны запоминать. Похожий принцип используется и на сайте developerapple.com. То есть здесь информация о различных операционных системах, которые используются на различных форм-факторах Apple-овской продукции. И опять же, когда мы переходим, к примеру, к iOS,
если мы говорим о мобилке, то здесь подробненько расписано, как это все работает, как это должно выглядеть. То есть тоже мы это должны запоминать, учить, знать и быть готовым на собеседовании к тому, что вас об этом спросят. Поэтому обращаем внимание на эти два гайдлайна. И последний момент, который я хотел сегодня затронуть, он будет связан с тем, где все-таки нам взять устройство для тестирования. Не всегда у вашей компании, либо же если вы работаете на фрилансе, у вас есть возможность купить тот необходимый парк девайсов и использовать их в своей работе. Поэтому на помощь к нам приходят эмуляторы. Как я уже сказал, для своей работы мы используем статистику. Мы узнали, к примеру, что у нас есть две наших платформы, узнали версии, которые нас интересуют, которые сейчас наиболее распространены, выбрали устройство и выбрали форм-фактор, планшет, телефон, либо, не знаю, к примеру, часы, смарт-часы. То есть мы должны оформить наш парк устройств. Самый простой вариант, конечно же, их купить. То есть мы переходим на те ресурсы, которые я вам показал, смотрим, какие устройства наиболее распространены, какие их модели, и просто отправляем заказчику этот большой список того, что нам необходимо прикупить для тестирования мобильных приложений. Если же у нас такой возможности нет, то на помощь приходят эмуляторы и симуляторы мобильных приложений. Давайте поговорим немножко о них. Во-первых, возвращаемся к нашему любимому developer Android.com и developer Apple.com. Есть два тула, которые по умолчанию используются для эмулирования тех или иных мобильных девайсов. Это Android SDK и Xcode. Я не работал с Xcode 12 и не работал вообще с тестированием мобилок на платформе iOS, поэтому не могу вам подробно рассказать о данной туле, о данном инструменте, поэтому это остается на ваше собственное, скажем так, изучение и поиск дополнительной информации в интернете. Я работал на Android SDK в рамках курса, когда я его проходил. Опять же, я работаю сейчас в тестировании веб-приложений, поэтому тоже не сталкиваюсь с мобилкой, но что-то знаю, и то, что знаю, вам расскажу. И, в принципе, для успешного старта вам этой информации будет достаточно, так как в любом случае Android SDK достаточно интересный тул, там очень много функциональности в нем заложено, и он используется не только для эмулирования наших приложений. Мы с вами более подробно о нем поговорим на следующих занятиях. Научимся его устанавливать, я покажу, что вам необходимо будет для работы, как эмулировать его, что нам нужно будет тестировать в мобильных приложениях, поэтому обязательно подключайтесь к следующим урокам по этой теме. Сейчас более подробно не буду о нем рассказывать, то есть мы здесь можем, как я уже сказал, эмулировать наше мобильное устройство, выбирать, какое устройство нас именно интересует, и Android SDK позволяет вам создавать такие эмуляторы и некоторый доступ к функциям этого устройства есть, и мы можем их эмулировать. Также к Android SDK можно подключать непосредственно ваш телефон, и также в режиме реального времени работать именно с ним, используя эту тулу. Также здесь есть возможность снимать логи с устройства в случае, если у нас есть какие-то ошибки, и эти логи отправлять уже разработчику. Поэтому мы с вами более подробно поговорим об этом чуть дальше, в следующем занятии, я думаю. По Xcode, скорее всего, то же самое. То есть здесь в Xcode можно как разрабатывать наши непосредственно мобильные приложения, так их и тестировать, используя различные рода эмуляторы. И еще есть такой хороший ресурс Genymotion, с ним я тоже работал. Здесь есть, скажем так, парк виртуальных устройств. У вас будет возможность воспользоваться бесплатной версией данного тула, данного приложения. Здесь несложная регистрация. Создаете свой аккаунт, и у вас будет 60 минут для того, чтобы вы могли его пощелкать и попробовать его в своей работе. Опять же, давайте об этом мы с вами поговорим более подробно о том, когда будем непосредственно что-нибудь тестировать. Я покажу вам основные проверки, которые можно здесь проводить. Интерфейс именно по эмулированию очень похож с Android SDK, хотя он тут более ограниченный, поэтому мы с вами тоже это все посмотрим. Также есть возможность, к примеру, тестировать различные разрешения нашего экрана непосредственно во встроенном Chrome DevTools. Мы с вами, скорее всего, об этом говорили, когда разбирали вообще устройство DevTools, но еще раз напомню, что вы нажимаете F12 в своем браузере, выбираете
Toggle Device Toolbar, и здесь можно выбирать непосредственно наше разрешение, которое нас интересует, и смотреть, как работает адаптивная верстка под это разрешение. Выбирать непосредственно разрешение различных устройств, которые здесь уже предустановлены, либо же добавлять их тоже сюда можно. Кастомные девайсы, либо же, если нету в списке, посмотреть, возможно, они есть здесь и просто не прочеканы для того, чтобы вы их использовали. И здесь можно все это делать и искать. Мы к DevTools еще тоже вернемся, когда будем разбирать тестирование мобильных приложений. Я также покажу вам, как можно подключать, к примеру, ваш телефон непосредственно к компьютеру и через DevTools работать в нем. То есть на экран будет выводиться информация по нему, и мы можем проводить, к примеру, тестирование мобильных веб-приложений, уже непосредственно используя Chrome DevTools. Вот такой урок у нас сегодня получился. Думаю, что информация будет вам полезна. Домашнее задание будет следующим. Изучить вот эти все ресурсы, которые я оставлю обязательно в инфобоксе. Также изучить различные гайдлайны, связанные с дизайном. Если вы для себя решили, что вы хотите попробовать тестирование мобильных приложений. И выучить, запомнить, какие элементы есть в юзер-интерфейсе, как они должны выглядеть и чем эти элементы могут отличаться на Android и на iOS. Также вы можете для себя, к примеру, попробовать Genymotion скачать, посмотреть, как он работает, но не забываем о том, что там есть только 60 минут. Скорее всего, если вы подключаетесь с разных почт, то у вас будет возможность просто это время продлевать. Также, возможно, если у вас есть лишние деньги и вам понравился этот тул, то вы можете приобрести платную подписку и работать уже в каком-то неограниченном режиме. На этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!